Всем привет! Я Ирина Шабу, и вы на моем канале. И в сегодняшнем видео речь пойдет о прижимной лапке со встроенным окантовывателем. Эта лапка выглядит вот так. Это немного, я бы сказала, устрашающее зрелище. Она не похожа на другие прижимные лапки, выглядит более массивной и более навороченной. Но с помощью этой прижимной лапки мы можем с легкостью делать окантовку наших изделий и получать кант до 7 мм шириной очень легко и без затруднений. То есть лапка помогает нам сэкономить время пришивания косой бейки в виде готового канта. С помощью лапки окантовывателя мы можем пришивать окантовку двумя способами. Первый способ — это когда у нас косая бейка вот в таком разложенном состоянии находится, то есть не сутюженная. И второй способ — это когда наша окантовка, то есть наша косая бейка, уже находится в сутюженном состоянии, то есть вот в таком, как вы видите на экране. И поскольку наш окантовыватель позволяет пришивать окантовку до 7 мм, то ширина нашей косой бейки не должна превышать 2,8 сантиметра, что в нашем случае как раз и есть. То есть наша косая бейка, ширина нашей косой бейки равна 2,8 мм, а в сложном состоянии она соответствует 7 мм ширины. Первый способ я покажу вам, как пришивается косая бейка в разложенном состоянии. Для этого, для удобства, я подрезаю кончик косой бейки под углом, чтобы у нас получилось такое остренькое окончание. И не устанавливая наш окантовыватель, нашу лапку с окантовывателем на машину, продеваю кончик нашей косой бейки в отверстие окантовывателя. Здесь у нас появляется кончик, и вот так с усилием протягиваю нашу косую бейку. Теперь я могу устанавливать ее на машину. Материал, который нам необходимо окантовать, мы вставим в центральное отверстие в нашем окантовывателе. Проденем его вперед до тех пор, пока это возможно. Опустим прижимную лапку. И все, что нам нужно сделать перед тем, как начать строчить, это настроить ширину нашей строчки, то есть то место, куда будет опускаться игла, чтобы оно нас устраивало после того, как мы получим готовый кант. На самом деле это делается экспериментальным путем. И в данном случае я просто начинаю строчить, и в начале строчки я смотрю, как проходит моя линия строчки, устраивает ли меня расстояние от края канта до нашего материала. Вроде бы все в порядке. Я слежу за движением материала и продолжаю строчить. Наша косая бейка автоматически складывается в 4 сложения в этой лапке. И у нас, в принципе, заботы о ней как таковой нет. Мы просто направляем наш материал и прострачиваем. Кроме того, что мы можем сделать прямую отстрочку, да, и как вы видите, я как всегда взяла контрастные нитки. Естественно, если мы будем прошивать белыми нитками, у нас будет все симпатично, хотя почему бы и не прошить контрастами, у всех свои желания и пожелания. И кроме прямой строчки мы также можем прошивать и строчкой, например, зигзаг, тоже если мы хотим использовать какие-то декоративные эффекты здесь. Я вам сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот строчку зигзаг нам чаще всего необходимо все-таки настраивать, потому что она у нас не всегда ложится в том месте, где мы хотим.
И сейчас я вижу, что моя строчка зигзаг уходит за пределы косой бейки, поэтому я верну, пожалуй, прямую мою строчку, дострочу, а дальше я вам покажу, как прошивать тем же зигзагом. В конце мы делаем обрезку. И проще всего, конечно, материал высвобождать вместе с лапкой, потому что косая бейка еще не закончена, да. И если у нас остается маленький кончик, мы можем вот так продеть. Если нет, то мы могли бы просто здесь вот отрезать. Мы видим нашу строчку, которая окантовала наше изделие. Она довольно ровная, интересная, идеальная. И как бы это всего лишь одна строчка. Таким образом, мы легко и просто смогли это сделать с помощью нашего окантовывателя. А вот наш зигзаг, который не совсем получился, потому что ширина расположения этого зигзага, она вышла за пределы нашей заготовки. И сейчас я вам покажу, как мы можем это исправить. В нашей лапке, помимо вот этого встроенного окантовывателя, есть еще вот такой вот винт. И с помощью винта и отвертки мы можем регулировать положение строчки. В данном случае нас интересует именно строчка зигзаг. Я беру обычную отвертку и откручиваю, ослабляю этот винт немного. И у меня появляется вот это вот движение моей пластинки, да? То есть я могу подавать мой кант в другом направлении, то есть изменить ширину подачи канта. В данном случае мне необходимо пластинку направить правее, чтобы получить эффектную строчку зигзаг, и обратно затянуть регулировочный винт. На противоположной стороне нашей заготовки я вам покажу и продемонстрирую, каким образом мы можем пришить готовую косую бейку, то есть сложенную в 4 раза и в готовом виде, составляющую 7 мм ширину, и заодно продемонстрирую, что изменилось, когда мы настроили вот этот вот наш регулировочный винт. Готовую косую бейку мы вставляем следующим образом. Мы раскладываем ее как бы надвое и продеваем наше вот это вот округлое отверстие до тех пор, пока мы можем это сделать. Далее нам необходима некая помощь. Я беру распарыватель, либо можно взять шило, и по центру вот так вот немножко помогаю нашей косой бейке пройти вперед. Немного быстрее, но сейчас у меня произошло так. Вот, мы видим, что наша косая бейка опять в сложенном таком идеальном состоянии будет подаваться вперед. Теперь мы опять можем установить наш окантовыватель на машину. Выбираем строчку зигзаг, и я увеличу длину строчки зигзаг, то есть расстояние между вот этими нашими зубчиками. Как и в первом случае, я буду подавать наш материал через центральное отверстие. Пускай лапка уже опущена, и начинаю строчить. Строчка сначала прокладывается просто по косой бейке, да, и вот мы видим как раз то, что мы и хотели получить. То есть, когда наш зигзаг захватывает и материал, и кант. Вот такой эффект у нас получился.
Если сравнить с первым вариантом, да, когда у нас, ну, во-первых, длина расстояния между вот этими зубчиками у нас была не настроена, поэтому они были более частые. И из-за того, что мы никак не регулировали положение вот этой верхней пластинки на нашем окантовывателе, мы получили именно вот такое вот положение строчки зигзаг, которая вышла за пределы нашего канта. Но с помощью регулировочного винта мы настроили положение нашей строчки зигзаг именно в том положении, в котором нам это нужно. Надеюсь, это видео было вам полезно, ну а если остались какие-то вопросы, пишите, я буду рада на них ответить. Ну а в качестве вашей благодарности я с преогромнейшим удовольствием приму ваш лайк и подписку. Ну а на сегодня пока все, до новых встреч, пока-пока.